Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае. Вы на моем прямом эфире. Сегодня я с кафе, офис закрыт и на Рамадан после обеда. Поэтому я вам сейчас хотела очень важную информацию рассказать по вновь принятому законодательному акту. Это утвержденное Кабинетом министров Объединенных Арабских Эмиратов новые положения по визам. Очень интересная информация. Сразу скажу, что вступят эти изменения через 90 дней. Примерно ожидается, что в сентябре эти изменения будут внедрены. На данный момент пока есть понимание, какие приняты положения, что будет изменяться в целом по резидентам, по правилам получения визы. Итак, самое главное, друзья, очень большое распространение получила вообще выдача золотой визы. Если кто раньше слышал, золотая виза, в целом она была у нас, ну вы знаете, это когда 10-летняя виза дает возможность пребывать на территории определенной категории граждан иностранных государств, которых хотели бы в этой стране видеть, чтобы привлекать в эту страну. И сейчас я расскажу об этой золотой визе. Она расширена, полномочия по ней даны тоже интересные в том плане, что сейчас, если детям раньше можно было до 18 лет давать визу, да, своим зависимым членам семьи, то сейчас до 25 лет расширена возможность. Сейчас я остановлюсь подробнее на категории виз, которые может получить именно гражданин иностранного государства, рассчитывать на золотую визу. Я надеюсь, что и среди вас, и я уверена, среди моих слушателей есть люди, которые подпадают под эту категорию. Итак, золотая виза дает возможность 10-летнего пребывания на территории Объединенных Арабских Эмиратов, это виза резидента, значит, для профессионалов. В первую очередь это ученые, профессионалы, это таланты, сейчас это вот разные категории, также это предприниматели, это инвесторы в недвижимость, это также выдающиеся студенты и golden entrepreneur, то есть это предприниматели. Сейчас я подробнее остановлюсь на каждой категории данного. Сейчас я остановлюсь на каждой категории, вы можете оставлять свои вопросы, в конце я отвечу на ваши вопросы, а сейчас хотелось бы более подробно рассказать по ученой степени, да, ученая степень, ну, понятно, что это люди, которые уже доказали себя как высокопрофессиональные ученые. В этом плане еще интересный такой очень важный момент, друзья, что по каждой визе практически требуется одобрение определенного профильного органа Объединенных Арабских Эмиратов. То есть по ученым, например, помимо того, что он доказывает, ну, в принципе, известные свои научные достижения, к определенной области он достиг показателей хороших по миру, и страна, как говорится, welcome для таких людей, только если они получили, конечно, одобрение Совета ученых Эмиратов. Это что касается ученых для получения золотой визы. Для профессионалов, друзья, профессионалы это категория больше технических, хотя здесь именно наука, IT, медицина, бизнес, управление есть. Это первая и вторая категория профессионального уровня, международного стандарта, Международной организации труда. Если кто знает, есть такая организация, которая присваивает квалификацию для работников. И вот у таких категорий работников заработная плата должна быть не менее 30 тысяч дирхам в месяц. Далее категория талантов. Здесь категория талантов отличается тем, что в отличие от ученых и от профессионалов им нет необходимости доказывать свою профпригодность в определенной области. Скорее всего, это люди, которые известны миру по своим достижениям. Это спорт, культура, это артисты, это люди, уже заслужившие какую-то репутацию благодаря своим определенным навыкам, способностям, талантам. Здесь нет необходимости доказывать именно свою степень бакалавра или ученую степень. Это что касается визы золотой для талантливых людей. Далее, значит, у нас есть категория инвесторов, друзья.
Наверное, здесь такая интересная категория людей, большинство людей могут на нее рассчитывать, потому что все те, кто приезжает в Эмираты и инвестирует на сумму 2 миллиона дирхам в недвижимость, могут претендовать на золотую визу. Золотая виза инвестора, кстати, очень интересно, что дается для всех членов семьи, то есть если вы инвестируете в недвижимость, кстати, там есть в законе также то, что можно на 2 миллиона дирхам не обязательно одну недвижимость брать, может быть у вас инвестиции в несколько недвижимостей в совокупности, если 2 миллиона дирхам, то вы подпадаете и вы можете получить 10-летнюю визу резидента. Также есть Golden Entrepreneur Residence, это для тех, кто владеет или партнер компании, инвестор, где годовой доход у него составляет не менее 1 миллиона дирхам. Это тоже интересная категория, когда у него интересные проекты, возможно, они доказали, также, кстати, в этой категории лица, которые доказали, что они в другой какой-либо стране даже продали такой проект, имели, развили свой бизнес и продали на сумму не менее 7 миллионов дирхам. Вот, друзья. И последняя категория – это выдающиеся студенты с высокими показателями. Это 100 лучших университетов мира, которые они закончили. Это такие студенты, в том числе, которые могут доказать свою успеваемость, высокую академическую успеваемость. Как вы видите, друзья, страна очень много предпринимает для привлечения талантливых людей, ученых, необычных людей, которые могут принести пользу стране. Поэтому здесь очень интересная норма, что дает возможность привлечь хорошие кадры в страну. Значит, это что касается, друзья, золотой визы, я вам сказала. Сейчас есть возможность, также хочется остановиться на 5-летней визе. 5-летняя виза – это зеленая виза, green виза. Она дается кстати, для фрилансеров она будет теперь доступна. Это когда вы можете без спонсора, без необходимости работодателя искать, вы можете доказать, что получить 5-летнюю визу, резидент-визу. Это очень удобно тем фрилансерам, самозанятым людям, но есть определенные требования, друзья, по закону. Это когда вам необходимо не менее 360 тысяч дирхам получить совокупный доход за последние 2 года. Вы должны показать, что у вас есть такой доход. Либо вы можете подтвердить, что на 5 лет у вас достаточно финансов, чтобы себя содержать. Вот как интерпретирует закон по требованиям по тем, кто может получить визу фрилансера, самозанятого 5-летнюю. Это очень удобная виза для тех, кто действительно работает, получает доходы хорошие. Также для инвесторов, для партнеров есть, друзья, визы. Это оформление, когда вы можете как партнер участвовать в каком-то определенном проекте в бизнесе. И здесь, конечно, тоже очень интересная возможность для тех, кто инвестирует, но опять же надо получить согласование с местными исполнительными органами. Отдельно требуется согласование, практически по каждой из виз таких требуется согласование. Что касается детей, также были такие уточнения, что если дети инвалиды, то они имеют без ограничения возраста. Также были уточнения, что если для поддержки людей, которым необходимо, для домашнего персонала, для людей, которых поддерживают работу, такого держателей виз золотых, то их тоже можно спонсировать. Вот. Также, кстати, друзья, очень интересное нововведение касается всех, что теперь на 60 дней дается разрешение на въезд для поиска работы, для нахождения на территории. Также может быть продлено на такой же период. Для поиска работы также дается виза, возможность въехать, опять же, на большее количество срока. И в целом основные были изменения по поводу, скажем, виз. Так, многократная виза была внедрена. Временная рабочая виза, кстати, друзья, определение временная рабочая виза, временная трудовая виза для тех, кто на какой-то определенный проект был приглашен работодателем.
Это очень, кстати, коррелирует с законодательными изменениями, которые вступили 2 февраля. Если вы помните, если вы смотрели мои предыдущие прямые эфиры, это по трудовому закону, когда у нас теперь есть временные работники, есть работники с гибким графиком, и здесь вот виза дается на временных работников, когда она определенный только для привлечения на определенный проект, то есть когда заканчивается, соответственно, виза тоже может быть завершена. Так, вот это вот основная информация, друзья, здесь. Если у вас есть вопросы, я вернусь к вашим вопросам. Когда будет опубликован закон, я, кстати, тоже выложу его у себя. У меня в телеграм-канале есть по всем актуальным изменениям в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов на английском, на русском языке. Подписывайтесь, у меня также YouTube-канал. Я это видео размещаю там также, и, конечно, основные какие-то изменения стараюсь вас информировать, друзья. Текст закона будет опубликован в официальных источниках, и имейте в виду, что всегда закон должен быть опубликован. После того, как он опубликован, только после этого мы должны, кстати, там же в самом законе будет указано, когда он вступит в силу. Я возвращаюсь, перехожу к вашим вопросам, друзья, если касается виз. Как найти работу юристу? Так, ну, я вам в личку отвечу, напишите мне, на самом деле удаленно найти работу здесь, в этой стране, но это утопия, друзья. На самом деле вопросы, если по визе есть, я жду. В любом случае вы посмотрите, зададите свои вопросы, если остались, а они, наверное, остались, больше... Этот закон вызывает больше вопросов, нежели дает ответы, но само по себе очень оптимистичное такое направление, что теперь будет возможность каждому испытать. Кстати, интересное изменение, то, что держатели золотой визы, им не обязательно находиться на территории непрерывно, на территории Эмирата. Вы знаете, раз в 6 месяцев надо заезжать, иначе виза будет потеряна. Здесь в этом плане также сделали послабление, то есть им нет неопределенного требования находиться на территории государства. В принципе, все, что я хотела на данный момент сказать, друзья. Думаю, что еще, может быть, если даже что-то упустила, вы задавайте свои вопросы, я отвечу вам. С вами была Иман Ескараева. Спасибо большое за внимание. Я смотрю, что вопросов пока нет. Возможно, если они у вас родятся, вы можете оставить, я этот эфир сохраню. Спасибо всем, пока.